Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я сегодня буду раскрашивать в Марии Тролли в час заката. У данного иллюстратора это самая моя любимая раскраска, я бы даже сказала, единственная, которая мне понравилась, потому что на тот момент, когда я ее покупала, было две в час заката и вот еще одна. Я как раз ходила, листала, выбирала и поняла, что вот все-таки это мне нравится, вторую я не хочу. И в принципе, впоследствии, когда раскраски выходили, я что-то больше ничего такого не хотела, но потом все же приобрела себе Луну, которая мне абсолютно не понравилась. Причем я даже сначала ее и листала и в иностранном варианте. Ну, понятное дело, что там, возможно, отличается бумага, а иллюстрации это одни и те же. В общем, в этот раз я решила раскрасить вот этот разворот. Дело в том, что, ну, вроде бы как. Просто изначально я красила ее в хаотичном порядке, а потом решила раскрашивать там по порядку. Ну вот, разве что вот это пока не раскрашено, а так, как видите, я ее по порядку начала раскрашивать. Но вот этот разворот я вроде как посмотрела, и мне захотелось раскрасить его в этот раз, но казалось бы, здесь фон уже не надо делать, ну, не знаю. В этом месяце вряд ли у меня будет время, потому что месяц, во-первых, короткий, во-вторых, как бы я уезжаю. Ну и все-таки я решила в очередной раз его отложить. Можно было раскрасить эту иллюстрацию, но, честно, опять же, я ко всем зверюшкам, там так далее, хорошо отношусь, в том числе к птичкам. Но вот именно раскрашивать их, я их раскрашиваю, но я не знаю, почему-то, если есть возможность раскрасить что-то без птичек, я предпочту именно без них красить, да. Лица я не фанатка раскрашивать, но, кстати, одна из первых иллюстраций была именно вот что-то из этой серии. Вот, поэтому я так пролистала, ну и решила, хорошо, наверное, пусть будет вот этот разворот, потому что тут у меня уже раскрашено, кстати, акварелью. Здесь вот, ну, зайчика пока не хочу красить, опять же, лица не хочу. Вот. Хотя, знаете, сейчас я еще повнимательнее полистаю, может быть, все-таки что-то другое посмотрю. Потому что все равно вот пугает меня сейчас разворот. Он несложный. И цветы я обожаю, но все-таки, может быть, есть смысл что-то другое раскрасить. Ну вот, по идее, можно и вот это раскрасить, конечно. Вот это красиво, но опять же разворот, хотя он очень красивый, я его буду потом раскрашивать с огромным удовольствием. Да, по-моему, я вот с этой иллюстрации начала, помню, красила ее несколько дней, боялась испортить. Ну, вот как-то так. Тут вот черный фон, не знаю. Но она у меня, в принципе-то, вот так, если смотреть, она неплохо заполнена. Опять же, вот птички. А может быть, стоит вот эту раскрасить. Ну да, как бы что-то попроще. Но не потому, что мне именно лень и хочется что-то быстро сделать, а просто потому, что вот поджимает время. Вот это нравится иллюстрация. Ладно, сейчас выберу что-нибудь. Я просто очень цветы люблю раскрашивать. Ну, опять птичка здесь. Вот, ну, да нет, можно не прикапываться к этой птичке уже и красить себе спокойно. А вот я думаю, может мне все-таки данную иллюстрацию раскрасить? Это еще проще, но мне больше нравятся такие более реалистичные цветочки. Да нет, знаете, давайте-ка вот это сделаю, потому что здесь еще и получится как бы целым разворотом. Но перед тем, как я начну раскрашивать, я хочу вам показать покупки. В принципе, покупок было всего две. Первое, это Fix Price. Я купила вот такой вот фон к 23 февраля.
Там появилась, ну, естественно, серия подарков для мужчин, и она была связана с космосом, с поездами и так далее. Тему космоса, как вы знаете, я очень люблю, но там были ластики в форме там космонавтов, вот всего такого, но они были такие, знаете, вроде симпатичные, но совсем детские. Я поняла, что, ну, и ластиками-то я пользуюсь совсем другими, и как бы оно ни к чему захламляться. Там были подставки для телефона, но опять же, вроде бы и ничего, и в тот же момент они меня не впечатлили вот так вот, чтобы, знаете, сразу схватить. Были кружки, но вот опять же, кружка стоила 150 рублей. По-моему, 150 рублей. Но она вот, она простая по форме, она белая. Там какая-то детская наклеечка. Но того вообще не стоит, как мне кажется, тоже неинтересно. То есть я люблю тему космоса, но я люблю немножечко другое. Вот. Ну, наклейки, опять же, их мало, они какие-то не очень. Короче, смотри, блокнот был с космонавтом. Но также меня дизайн не впечатлил. Поэтому я остановила свой выбор именно на таком фоне. Я подумала, что, ну, конечно, он для съемок видео яркий, но иногда для разнообразия, я думаю, что можно будет использовать его, возможно, в каких-то полистушках, еще что-то. Да и просто, знаете, для души мне приятно, что у меня есть такая красота. Ну и цена вопроса была 55 рублей. Вот. Но я стала смотреть еще, что там есть. Там были блокноты, но они уже были не на тему космоса. Один вариант меня не впечатлил, а вот второй поразил самое сердце, потому что, как вы знаете, помимо космоса я еще просто обожаю поезда. Тема поездов – это тоже моя любовь. Поэтому я приобрела вот такой вот шикарный блокнот. Я, честно говоря, думала, что он просто с обычными белыми листочками. Ну, для меня это скорее минус, но я решила, что, ну, главное, что блокнот классный. В конце концов, у меня много блокнотов, и я ими практически не пользуюсь. Вот. Но оказалось, что нет, он... В общем, смотрите, какой он классный. То есть я им даже буду пользоваться, возможно. Здесь такая бумага, немножечко шероховатая, такая классная, очень приятная на ощупь. Здесь вот можно поставить дату, вот дни недели. Здесь вот есть раздел «Важные». И вот этот, конечно же, принт с поездом. Листочки двусторонние, в принципе. То есть... Получается, он и сам не тоненький, и двусторонний, так что хватит надолго. С этой стороны вот так все, то есть такое вот антистрессовое, выпуклое. И стоил данный блокнот 77 рублей. Ну, я вообще туда заходила чисто купить себе кофе. Я не планировала что-то еще дополнительно покупать, но, честно, я не смогла пройти мимо, потому что реально тему поездов, РЖД, вот это все я очень-очень люблю, так что будет у меня в коллекции, радовать меня. Вот, ну что ж, ладно, давайте приступим уже непосредственно к раскрашиванию. Я возьму... А вы знаете, я хотела взять Браубер-карт, подарок Оксаны. Но сейчас я подумала, что я возьму... Давненько я не раскрашивала Берлинга пастельными карандашами, и хорошо бы их использовать. Вот, они мне нравятся. И первое время, как, в общем-то, и всегда, я прям схватила, стала пользоваться, а потом все меньше, меньше и меньше. И плохо, я считаю. Вот, потому что карандаши-то классные. Вот. Ну, короче говоря, я их сейчас здесь-то и поиспользую. Так, я не поняла. С этой стороны, что ли? Где-то же отпечаталось. Ладно. Не страшно. В общем, пусть будет такая пастельная иллюстрация, к тому же черный фон, и вот эти все нежные оттенки, они будут смотреться очень-очень хорошо.
Да, я уже к вечеру немножко ожила, утром мне было вообще не очень. Я еще провела занятия. Ну, я не спала всю ночь, потому что я делала выпечку всякую. И в 5 утра я только освободилась. А мне 8, максимум 8 часов, при условии, что я ничего не буду делать, а так 40 минут быстренько попью кофейку и там умоюсь, выскочу из дома. Вот. И я, собственно говоря, даже не стала ложиться, я в кресле, у меня кресло-мешок тут стоит, и я в него, скажем так, легла и спала, потому что я боялась, что если я лягу в кровать, то я даже будильник не услышу. Просто вот. Ну, я просто знаю себя, что так, хотя за мной такое не водится, но именно вот этот момент, когда там будет сон такой ни туда, ни сюда, вот, поэтому я побоялась, честно говоря, ложиться. А тут я уже была уверена, что я будильник-то услышу. Вот. Ну и к тому же пес на это реагирует, а поскольку он тут рядом лежал, то я понимала, что в любом случае он подскажет, заскулит. То на меня собакен умный. Он разве что сегодня у меня, я просто несколько дней назад варила варенье, сначала делала лимонное, и я его в банку все сразу убрала, а апельсиновое что-то у меня уже не хватило терпения, я его сварила, оно остыло, и я думаю, ладно, потом убрала в холодильник. И, соответственно, сейчас я там подписывала видео всякие разные и поставила, думаю, налила немножко водички, поставила его прокипятить, думаю, и в банку. И вы знаете, я забыла. В общем, по ходу дела кастрюльку я использовала без, ну, такую... Короче говоря, там может легко все подгореть, а там просто все сгорело, хотя само варенье, оно, конечно, стало темней, потому что оно было такое красивое, оранжевое. Но для выпечки его можно использовать, поэтому, то есть не до угольков, конечно, поэтому я в банку, но не стала закрывать. Потом вернусь из Питера, буду делать выпечку, и нормально. В общем, как-то так. С приключениями у меня все, понимаете? Все с приключениями. Ну так вот, и я встала, вообще никакущая, доехала до студии, провела занятия. И я когда ехала, я думала, так, я поеду сразу домой. Ну, вроде как позанимались, все дела, обменялись впечатлениями разными, потому что у меня ученица ездила вместе со своей дочкой в Оксфорд погулять. Вот, ну, у нее дочка просто училась в Оксфорде, ну, сейчас они, поскольку ученица не смогла приехать на вручение диплома, так как ей в день вручения или за день до этого только выдали там визу или что-то такое по разгильдяйству. Ну, и, короче, они поехали сейчас, потому что погуляли. Вот она мне показывала фотографии, там даже она фоткалась там, где в каком-то помещении, там лестница, в общем, где частично Гарри Поттера снимали. Так что очень интересно. Вот. Ну и я когда вышла, думаю, нет, пойду-ка я прогуляюсь в любимый парк, заодно зайду, распечатаю билет себе, отменив тем самым электронную регистрацию. Но что-то было ветрено, мне было нехорошо. Короче, я дошла до Савеловской и села в метро, поехала домой, легла спать. Ну и потом было не лучше, а сейчас вот к ночи я разошлась немножко. Прям пободрее стало, получше. Ну и сейчас пытаюсь наверстать. Нужно делать дела. Вот я подписывала видео, сейчас снимаю. Нужно было, конечно, на хобби видео сосредоточиться, но я снимала всякие мелкие полистушки, тому подобное. Мне сейчас еще нужно будет рукодельный влог доснимать. Ну, лайф-влог тоже желательно бы, знаете, хотя бы завтра утром
уже закончить. Может быть, и даже получится сегодня, потому что дел еще реально много. Я, честно говоря, уже хотела прям сдавать билеты. Я, собственно, почему не распечатала? Понятное дело, это 5 минут. И я, находясь у вокзала, думаю, хоть распечатать, что ли. А потом думаю, нет. Потому что я не была уверена, как будет самочувствие. Думаю, не дай бог, потому что билеты уже распечатаны. Это с потери средств, собственно, возвращать. А электронные билеты без проблем. Возвращается все в полном объеме, так как в бумажном виде билет не выдан. Ну ладно, значит, я завтра поеду пораньше, потому что за час нужно точно успеть. То есть, вернее, как за час до отправления поезда уже распечатать билет нельзя. Уже считается все, электронная регистрация. Ну что, классные карандаши. В общем, да, у меня сейчас такой бодряк. Хотя не скажу, что я прям... Что-то здесь очень много вот этих вот вариантов розового и тому подобное. Я думала еще зайти в Леонардо. Или хотя бы около дома, около метро в магазин пряжи посмотреть. Нет, вообще не было сил. Я надеюсь, что в Питере приду в себя. Что буду брать с собой из раскрасок, если буду брать, буду, конечно, брать, я покажу потом, уже непосредственно в Питер, когда приеду. То есть отдельное видео вряд ли буду снимать. Вот. Возможно, в какой-то день у меня не выйдет хобби-влог, выйдут другие видео, потому что я не успеваю отснять много, хотя я буду снимать там, в том числе по чуть-чуть. Но опять же, учитывая, что по чуть-чуть, то за несколько дней, может быть, только один влог получится снять, именно хобби-влог, так как я там, будет масса дел и по дому, и приготовить, и убрать, естественно, то посмотрим, как оно будет. Но будут лайф-влоги, всякие пустышки, полистушки и тому подобное. В целом канал не будет пустовать. Не скажу, что вот этот цвет очень-очень удачный, но опять же, раз я решила в пастельных тонах, пусть так и будет. Ушастый, конечно, уже все понял, но я с ним так поговорила. Вроде бы он меня понял. Он очень не любит, когда я уезжаю. Хотя непонятно почему. Нет, естественно, что он скучает. Но я же уезжаю ненадолго, и его тут всячески развлекают. Он же не один остается. Будут вокруг него прыгать, скакать, на цирлах бегать. Поэтому для беспокойства у него причин нет, для расстройств. Так, не знаю, здесь каким цветом делать. В общем, как-то так. Что, надо продолжать листочки красить. По крайней мере, это я сейчас-то и докрашу. Раскрашивать нечего, собственно. Наверное, поэтому я и выбрала, знаете, чтобы тут не лежали тонны раскрасок, которые я поначинаю и потом
приеду, буду судорожно дораскрашивать. Я такое не очень люблю. Такое иногда бывает, но редко. Я все-таки стараюсь, вот снимаю видео и за кадром докрашиваю в течение дня. Поэтому до отъезда, наверное, вот будут какие-то такие простенькие иллюстрации. Потому что я сейчас буду следом снимать еще одно видео. И мне нужно в ночи, может быть, завтра утром успеть все это дело закончить. И отметить, что я раскрасила наконец-то. Так, ну вот. Сейчас еще пройдусь светленьким. Ну, я вблизи потом еще все подправлю, чтобы были более плавные переходы. В общем, тут черный фон, он мне в помощь. Я только приблизительно так представляю, что я возьму с собой. Возможно, это будет 3 раскраски, но именно какие я покажу потом. Не, ну, конечно, одна из них будет по номерам. Куда без этого. Ладно, этот влог я буду завершать. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мой инстаграм 3 рыжая 3 8. Я благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.